Существует простая техника с водой, которую используют для переключения внутреннего состояния. Она известна давно, но почти никто не применяет ее осознанно. Смысл здесь не в воде как таковой, а в том, что вода помогает зафиксировать внимание и выйти из автоматического режима. Человеческое тело в основном состоит из воды, и любые простые телесные действия воспринимаются нервной системой быстрее, чем мысли. Техника предельно простая. Настолько простая, что многие ее недооценивают. Тебе нужен 1 стакан воды. Есть и вариант с 2 стаканами. Мы к нему еще вернемся. Возьми стакан и налей в него обычную воду. Перед тем, как пить, задай не цель и не желание, а состояние, в котором ты хочешь находиться. Не результат, не чтобы что-то произошло, а, например, спокойствие, ясность, собранность, устойчивость. Не нужно ничего представлять или визуализировать. Просто почувствуй, как это состояние ощущается в теле. Буквально несколько секунд. После этого спокойно выпей воду. Важно понимать, это не магия и не ритуал. Это способ задать подсознанию четкий внутренний режим. После этого начинают меняться не обстоятельства сами по себе, а твои реакции, решения и действия. А реальность подстраивается уже через них. Если хочешь попробовать, сделай это сегодня. А потом просто понаблюдай, что начнет меняться само. И прежде чем ты скажешь, что это просто игра воображения, давай на минуту разберемся, почему такие вещи вообще могут работать. А дальше я покажу тебе еще несколько простых техник с водой. Они разные по ощущению и механике. И даже если тебе не зайдет одна, какая-то из них точно сработает, поэтому смотри до конца. Важно сразу понять одну вещь. Ты здесь не меняешь реальность напрямую. И именно здесь большинство людей ошибается. Они пытаются менять события, не меняя состояние. А здесь ты меняешь состояние, из которого эту реальность проживаешь. Вода в этом смысле просто удобный инструмент. Она замедляет процесс, делает его телесным и ощутимым. Ты не думаешь о переменах, ты делаешь конкретное действие. А мозг и нервная система лучше всего реагируют именно на действия, а не на размышления. Когда ты переливаешь воду или пьешь ее с намерением, происходит простая вещь. Внимание собирается в одну точку, пропадает внутренний шум, сомнения, метание, и тело фиксирует новый режим. Это работает не потому, что вода волшебная, а потому, что ты выходишь из автоматизма. Любая подобная техника создает четкий момент перехода из старого состояния в новое, из привычной реакции в осознанное действие. И дальше начинается самое интересное. Ты не ждешь чуда. Ты просто начинаешь по-другому чувствовать, выбирать и действовать. А реальность подстраивается уже через это. Именно поэтому такие простые вещи иногда дают эффект сильнее, чем сложные практики. Если 1 стакана тебе мало, можно использовать вариант с 2 стаканами воды. Здесь они нужны не для перехода реальности, а для четкого различения состояний. Это важное отличие. Возьми 2 пустых стакана, наполни их обычной водой. Первый стакан – это то состояние, в котором ты находишься сейчас. Не ситуация, не проблема, а именно ощущение внутри. Второй стакан – состояние, в которое ты хочешь вернуться или войти. Не цель, не результат. Например, спокойствие, устойчивость, ясность, собранность. Сначала возьми в руки первый стакан. На несколько секунд просто почувствуй, как это состояние ощущается в теле. Без анализа, без мыслей. После этого поставь его и возьми второй стакан. Сделай то же самое. Почувствуй новое состояние. Теперь спокойно выпей воду из второго стакана. Первый можно оставить или вылить, здесь это не принципиально. Важно. Ты ничего не переписываешь и не загадываешь. Ты просто фиксируешь разницу между состояниями и позволяешь телу выбрать другое. Эта техника хорошо работает, когда ты застрял в одном и том же ощущении, тебе сложно переключиться, есть внутреннее напряжение, которое не получается отпустить. Она не про веру, а про телесное распознавание. Есть еще одна техника с водой, которую лучше всего делать утром. Она не про цели и не про желание. Она про то, как ты входишь в день. Сразу после пробуждения налей стакан воды.
Возьми его в руки и задай себе один простой вопрос. В каком состоянии я хочу прожить этот день? Не нужно долго думать. Первое, что откликнется, и есть ответ. Это может быть спокойствие, легкость, собранность, внимание, устойчивость. Никаких картинок будущего, никаких планов. Только состояние. После этого спокойно выпей воду, и все. Эта техника работает не потому, что ты запрограммировал день, а потому, что ты задал внутренний тон. И дальше начинаешь действовать из него автоматически. Многие замечают, что день после этого проходит иначе. Меньше суеты, меньше резких реакций, больше точных решений. Когда ты просыпаешься, ум еще не включился полностью. Нет потока мыслей, нет автоматических реакций, нет привычного напряжения. Это короткий момент, когда внутреннее состояние еще не зафиксировано. И если в этот момент задать не цель, а именно состояние, происходит простая вещь. Нервная система принимает его как базовый режим на ближайшее время. Вода здесь не как магия. Она просто помогает заякорить момент. Ты не прокручиваешь это в голове, ты делаешь физическое действие. Мозг лучше всего реагирует именно на такие сигналы. Короткие, телесные, без объяснений. Дальше включается автоматизм. Ты начинаешь по-другому реагировать, быстрее замечать нужные вещи, принимать решения без лишнего напряжения. И тебе может казаться, что день сам сложился. На самом деле ты просто вошел в него из другого состояния. Вот почему эта техника часто ощущается сильнее, чем сложные практики. Она не требует усилий и не вступает в конфликт с разумом. Последняя техника с водой лучше всего делается вечером перед сном. Она нужна не для изменений, а для снятия лишнего. Возьми стакан воды. Подержи его в руках несколько секунд, без анализа, без прокрутки дня. Просто задай внутреннее намерение, все напряжение, все лишнее, все, что я тащу с собой, сюда. Не нужно представлять сцены или события, не нужно ничего вспоминать. После этого вылей воду, не выпивай. Этот простой жест дает телу сигнал, что день завершен. Нервная система получает разрешение отпустить накопившееся напряжение. Многие замечают, что после этого легче засыпать, меньше прокручиваются мысли, тело быстрее расслабляется. Эта техника хорошо работает сама по себе, но особенно усиливает эффект, если ты используешь ее вместе с утренними практиками. Ты не устаешь от жизни, ты устаешь от головы, которая все время держит напряжение. Надо, правильно, опасно, не так, как должно быть. Точка присутствия — это курс, который возвращает тебя к источнику восприятия. Туда, где ясность появляется без усилия. Решение становится тише, а тело перестает жить в сжатии. Это не эзотерика и не мотивация. Это навык вернуть внимание домой и из этой точки жить по-настоящему. Все ссылки в описании под видео. Все сводится к одной простой вещи. Такие техники работают не с реальностью напрямую. Они работают с точкой, из которой ты эту реальность проживаешь. В течение дня мы большую часть времени живем на автомате. Реагируем, думаем, выбираем из старых состояний. Даже когда хотим изменений, делаем это из того же самого режима. Любая простая техника с водой делает одну важную вещь. Она останавливает автоматизм. Ты не просто думаешь, ты совершаешь конкретное действие. Медленное, телесное, осознанное. В этот момент внимание собирается, нервная система выходит из режима перегруза, и внутри появляется пауза. А пауза — это и есть точка изменений. Вода здесь не магический объект, она просто удобный носитель ритуала. Через нее легче зафиксировать переход. Из рассеянности во внимание, из напряжения в отпускание, из автоматизма в выбор. И дальше происходит самое важное. Ты начинаешь действовать иначе, даже не замечая этого. Чуть спокойнее, чуть точнее, чуть внимательнее. А реальность почти всегда меняется именно через такие сдвиги, а не через резкие усилия. Вот почему не имеет значения, какую именно из этих техник ты выберешь. Важно, что ты начинаешь выходить из старого режима.
Важно, что ты начинаешь замечать момент перехода между утром и днем, между напряжением и отпусканием, между автоматической реакцией и осознанным выбором. Вода здесь просто удобный способ зафиксировать этот момент, не как магию, а как точку присутствия. Если ты попробуешь хотя бы одну из этих техник, ты не обязан верить в результат. Достаточно просто понаблюдать, что начнет меняться внутри. А когда меняется внутреннее состояние, реальность почти всегда подстраивается следом. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник, она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь, спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.